Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Сегодня у нас вторник, 13 градусов на улице тепла и такая классная погода, ощущение, что пришла весна. Вот так тихо, спокойно, прям ветерок такой свежий, не сильный, то есть не холодный, такой приятный ветерок дует. Я направляюсь, как всегда, на своем электровелосипеде по поводу домашнего интернета. Здесь вот недалеко есть, конечно, офисы Водафона, Турктелеком, то есть всяких провайдеров, но я хочу обратиться именно в дирекцию. Она находится вот там вот. Водафон Мөдірлігі, Турктелеком, Turkcell Мөдірлігі. И хочу уточнить, когда, во-первых, наш интернет заканчивается, домашний, когда его отключить, и уточнить, какие тарифы сейчас вообще, какой провайдер лучше выбрать. Приехала я, где протекает речка Гыксу, где каменный мост. Вот, недавно находилась там, вот отсюда проехала. И по каменному мосту сюда, где Культур-Меркези, где центр, где ПТТ. И вот вижу, уже там Водафон есть. Ну, в общем, он вот здесь вот эти вот дирекции находятся тут. Целые офисы. Взяла талончик, сейчас жду, не знаю, куда пойти. Решила я, друзья, присесть, попить немножко чаю недалеко как раз от Турктелеком и немножко рассказать вам, что мне вообще сказали. Друзья, как оказалось, оказывается, нету здесь больше ничего для иностранцев, кроме как подключить Турктелеком. В общем, Turkcell только для граждан. И Водафон тоже, домашний интернет, это только для граждан Турции. Поэтому я пришла именно в Турктелеком и просто, получается, продлила свой тариф. Какие цены сейчас? Вообще около 1000 лир за интернет домашний. В общем, я попросила немножко скорости больше. У нас, оказывается, была скорость 100 мегабит. Это очень маленькая скорость. И, как я и говорила, у меня всегда были проблемы с тем, что я не могла загрузить особо видеоролик никуда. Да, ну, то есть это создавало проблему, долго это было всегда. Сейчас я сделала 200, попросила, есть ли вообще тариф со скидкой. Мне сделали тариф за 709 лир. При скорости 200 мегабит в секунду. И это будет в течение года. То есть следующий год у нас будет нормальный, надеюсь, интернет за 709 лир в месяц. Я тут пью чай, и тут вот продают цветы или так что-то делают. В общем, вот так вот сижу, так хорошо на улице, свежо. Прям вот захотелось мне, короче, немножко посидеть в Турции на улице за столом, посидеть, попить чай. Прям очень сильно захотелось. Смотрите, везде здесь собачки. И такие хорошие они. Все такие прям вот они любят полежать где-то. Смотрите. Ножку опустил, и ему хорошо там. Такой красивый. Смотрите, какая красота. Короче, вот так вот наслаждаюсь. Но наслаждение продлится недолго, потому что мне нужно прийти домой, приготовить
покушать. Старшего сына отправить в школу. Взяла сразу 2 чая, потому что турецкий чай, он такой вкусный, насыщенный. И 1 стакана вот такого маленького всегда мало. Какой холёсий, какой холёсий. Я редко хожу прогуливаюсь, хотя нужно делать это почаще. Сегодня прям именно такой день, когда хочется прогуливаться, хочется прям подышать. Такие вот, как сказать, вот такие вот прям весенние ароматы на улице, такой прям свежестью. Не зря прям вот отдыхают на солнышке собачки, смотрите, они везде. Давайте немножко пройдусь, уж все-таки поснимаю вам немножко Турцию, ведь это самое главное, то, что вы хотите увидеть на моем канале. Но здесь обычно часто подходят люди и фоткаются. И не зря, здесь такой видок красивый открывается. Вот эта вот речка называется Гёксу. И она иногда бывает вот прям сильное течение, да, бывает, когда вот уровень воды уменьшается, течение поменьше. Всегда по-разному. Вот такое вот красивое место. Очень красивое. Мужчина снимает меня, похоже, я его снимаю. Как красиво. Прям, не знаю. Вот хочется сегодня прогуляться вот так вот вместе с вами, поболтать о том о сём. Девочки фоткаются на природе, сидя на травке. Вот такое прогулочное сегодня у меня настроение. Красота, короче. Этот мост, кстати, закрыт сейчас. Его закрывают во время ветров, там, дождей. Вот. И вижу, вот мужчина ходит, сейчас открывает его. Смотрите. Видно вам, нет? Вот здесь вот он ходит, открывает. Открывает его тогда, когда уже как бы вот так вот погода нормальная, стихает ветер. Ну, здесь в Селивке все-таки все равно немножко холоднее, чем вот, допустим, районы, прям вот, которые близко лежат к морю, да. В Ташуджу, допустим, в Атакенте там теплее. Здесь в Селивке все-таки попрохладнее. Вот. И это прям ощутимо. Хочется очень уже на море. Я думаю, что, наверное, съезжу с дочкой, пока у меня дочка дома. В общем, вчера ездили мы с ней к доктору. У нее была температура небольшая, 37,1. Вот. И сначала началось с того, что вечером она говорит, у меня, говорит, нос заложен. Я ей спрей побрызгала. Утром просыпается, говорит, у меня, говорит, горло, говорит, как будто болит что-то. Смотрю, открываю небо. На небе какие-то пятна красные. Я удивилась очень сильно, думаю, ну надо обязательно к доктору. И, наверное, 3 дня где-то назад, в субботу, что ли, сегодня вторник, 4 дня уже назад, получается, я заметила на ногах пятна, получается, именно только пальчиках, вот на пальчиках ног. Такие пятна чешутся, говорит. Вот. Температура невысокая, 37, и дальше не поднималась вообще, и больше ее не было. То есть сегодня уже нет температуры, она прям не вялая. Вчера, конечно, она в обед поспала после доктора, прям так долго поспала. Мы заходили вчера с ней после доктора, заходили в продуктовую лавку, купили там всяких овощей, фруктов, все, что она захотела. Ну и, конечно же, брокколи. Она очень сильно любит брокколи. И там я заметила красные помидоры. Такие, не красные они даже, написано «сиях», черные как будто бы, ну, как фиолетовые такие. Фиолетово-бордовые, что ли. И купила сразу же их. Такие необычные. Первый раз вообще в Турции вижу. И вообще в жизни увидела первый раз и попробовала. Они по вкусу как обычные, но по виду вообще необычные. Вот. И к чему я? Ну вот после доктора она, короче, поспала, покушала брокколи свои любимые.
И как будто бы вот прям как сразу, можно сказать, к вечеру уже выздоровела, себя хорошо чувствовала. Но сегодня я ее не отправила в садик. Сначала, конечно, я прям так испугалась, думала, может быть, какой-то там типа вирус Коксаки. Но поговорив со знакомой, она мне сказала, что у нее у ребенка был Коксаки, и это очень высокая температура. Ноги выходят вот эти вот какие-то пятна, потом они шелушатся, то есть и это совсем, ну, по-другому происходит. Вот. Ну, а когда я к семейному сходила, они мне просто сказали, говорит, ауз, кол, аяк, хастала. То есть, по-русски говоря, да, это болезнь рук, ног и горла. Как-то вот так вот. То есть, определенного названия прям. И, друзья, я уже дома, уже приготовила покушать на обед. Короче, зарядка села, и за меня все решили. Быстрее, говорит, иди домой. Ну вот я приехала, я еще в Carrefour забежала за хлебом, за молоком. Я приехала 12:30. В час мне уже ребенка провожать, поэтому я вот за 10 минут уже... Ну, я заранее подготовила курицу. Сейчас чисто макароны отвариваю, и все. В общем, а по поводу болезней. Вот даже сейчас пришла, посмотрела еще раз. Вообще практически уже ничего нету. Вот какая-то тут есть вот такая вот болезнь у них, то, что раньше я, конечно, с таким не сталкивалась, то, что немножко какие-то высыпания на небе, на ногах, чуть-чуть на руках, совсем чуть-чуть такое недомогание, и все. Один день, на самом деле. То есть, как доктор сказал, ничего, говорит, не надо, вообще. То есть, вот и такое бывает, оказывается. Короче, сейчас буду готовить, то есть сейчас буду накрывать на стол. Кстати, научилась готовить макароны как таук деньоса. В сливочном масле сливки вот так вот разогреваете и отвариваете макарону. Макароны надо отварить в куркуме, в воде, разведенной с куркумой и солью. Потом в этой смеси, получается, довариваете, да, отвариваете макароны. Вот так вот. Ну и здесь тоже. Где-то пол-коробки сливок сюда, пол-коробок сливок сюда. Мясо, кстати, очень такое мягкое получается, вкусное. Как таук деньоса, может быть, знаете этот ресторан или кафе. Кстати, этот рецепт у меня выйдет на моем канале «Простые рецепты». Последним рецептом как раз вот я его закину, наверное. Посмотрите. Ссылочку оставлю в сообщество своем. И еще под роликом в описании можете пройти. Кто любит вот этот вот рецепт, как таук деньоса, это он. Я его нашла. Молодец. А Зарька, короче, меня вытаскивает на улицу. Пошли, говорит, гулять, да? Да. Настроение хорошее. Идем гулять. Короче, на улице жарко. Мы прям разделись. Остались в кофте. А Азалия хочет, чтобы здесь были русскоговорящие, да? Да, чтобы поиграть. Крестики поиграть, нолики. Чтобы крестики-нолики поиграть. Ну, да. А здесь нету, да? Тогда мы, наверное, пойдем на следующую площадку, да? А там есть крестики-нолики? Вот там. Нет, мы пойдем вот туда. Там тоже большая-большая площадка. Хорошо? Ну, такая же. Да, такая же, примерно. Так, зашли мы в Мигрос и хотим купить колбасок. Вот писали подписчики, что есть уже колбаски здесь типа и вкусные уже, как у нас, вареные. Вот интересно, какие из них. Ну, вот, конечно, за 200 есть. Дана. А, я хочу другую. Вот это хочешь? Вот из этого мы, короче, хотим спагетти сделать, да? Что себе, 355 лир. Цены, конечно, тут в Мигросе такие, не очень. Скажи, Что? давай сделаем макароны, только колбаски,
Они... Макарона, Мгм. а колбаска просто круг сделаем как будто. А там внутри макароны. 150 Давай. грамм. Давай, все. Такая у нее белая кошка милая. Милая кошечка там сидит, да? Да. Я очень сильно все котенки, кошки люблю. И я хочу люблю. себе купить. Хочу хомяка купить. Хомяка хочешь купить? Да. Потому что мы сказали, что с кошечкой проблематично. За нее нужно все делать, прививки, все дела. А здесь это еще и дорого стоит. А хомяк просто. Хомяк? Просто домик там, и он там. Да. В общем, что мы купили? Давай покажем. Вот такие у нас вкусняшки сегодня. Молодные. Взяли мы Колбаска. мороженое со скидкой. Вот Мам. такое вот. Колбаска. И еще мы купили Колбаска. колбаску, да, купили. И купили, в общем-то, сникерс и твикс. Короче, вот такие вот покупочки у нас. Ну и вот эта колбаска, которую она захотела. Так, и все у нас получилось вот на 269 лир. И к нашему приходу посылочка. Короче, это, похоже, моя кофточка, которую я заказала себе. Да. Так, ну что, друзья, пришла моя кофточка со Страдивариуса, где я в последний раз по магазинам ходила. В итоге я померила ее там и решила заказать дома. Еще заказала одно платье. Так, ну что, вот такая вот кофточка. С краю немножко разрезик, немножко отпарить нужно. Она вроде и не толстая, и не тонкая. Прям самое то здесь в Турции носить. У меня именно вот такой вот не было. Такая как бы, ну, прикольная по цвету, мне понравилась. Немножко вот отпарить нужно просто. Заказала XS, потому что я примеряла XS размер. Что скажете? Простенькая, однотонная, но при этом такая по цвету очень интересная. Мне она очень понравилась. И, друзья, у нас настал новый день. Одела, кстати, кофточку свою. Вот так вот она выглядит. Сегодня пришла еще обувь у старшего сына. Мы, кстати, с Азалькой вышли прогуляться. Сегодня она в садик опять не пошла. Решила ее не отводить. До конца еще вот эти вот пятна не прошли. Вот. Алмаз в садике, у него все хорошо. Вот. Сегодня пришла обувь у старшего сына. Вот. Мы же ездили как бы и ему мерили. Он заказал в Заре. Вот. Я поняла, что мой магазин это все-таки Страдивариус. Потому что я вот эту куртку посмотрела, это тоже, оказывается, Страдивариус. Я его заказывала, эту куртку заказывала еще в Газипаше. И получается, здесь я тоже заказала кофту в том же магазине. То есть Страдивариус реально мой магазин. Мне там все нравится. Вот. Еще, конечно, я заказала платье одно, оно еще не пришло. Будем ждать. Что хотела сказать? Сегодня вот посмотрела свою прибыль в Атоме. И, наконец-то, наверное, я могу уже об этом говорить, потому что я такой человек, я не буду, ну, говорить просто так об этом, да, как бы, ну, как-то мне не очень. Пока я сама ничего не добилась, я не могу рассказать об этом. Вот, и тем более я говорила, что я с вами буду делиться, я расскажу что да как. В общем, в Атоме я начала зарабатывать. Вот, это все официально, в России официально все выводится через самозанятость. Вот, во всех странах есть, не только Россия, конечно, и в Турции можно, и в других странах можно, вот, но регистрироваться желательно там, где вы гражданин той страны, как бы, вот, ну и, в общем, примерно доход составляет 10 тысяч в месяц сейчас у меня. Это, знаете, это доп. Доход, я ничего не делаю, вот так вот с детьми гуляю, семейные дела делаю, и при этом у меня приходит такой доход. Я считаю, это нормально. Кстати, у меня кабинет на мужа оформлен, потому что
Первый раз я оформилась и что-то как-то не стала, короче, заниматься этим. Ну, как-то я не поняла. Когда я попала в эту структуру, именно в московскую, здесь в Турции, у меня по соседству оказалась девушка, которая мне все объяснила, досконально рассказала, то есть я все когда поняла. Обучение здесь намного круче, ну, я как бы потихоньку начала обучаться, поняла, что нужно делать, какие манипуляции нужно делать в телефоне, и все как бы. Действительно, таким образом ты и зарабатываешь. Тебе не нужно продавать, ходить продукт, ты просто предлагаешь интернет-магазин, а люди уже сами выбирают и покупают то, что им надо. Вот. И я думаю, почему бы и нет, да, 10 тысяч сейчас, дальше будет больше, а доход действительно растет, потому что больше людей приходит, больше заказывают, и больше мне приходит кэшбэк. Вот, естественно, только на кэшбэке я не хочу останавливаться, я хочу идти дальше. Вот, и мы сейчас проводим обучение. Сама параллельно обучаюсь этому и параллельно обучаю своих людей, кто ко мне пришел. Это обучение по автоворонкам, то есть чтобы автоматизировать все, не сидеть, не ждать, не искать самому людей, получается, с помощью рекламы в разных соцсетях. Люди сами приходят через чат-бот, через бота и пишут мне. То есть сами люди приходят, мне не нужно их искать, не нужно там писать своим близким родственникам или там не нужно листать телефонный справочник, чтобы найти себе людей. А именно, наверное, даже ресурсных людей, которые уже были в компаниях разных, бизнес-компаниях, и как бы у них особо ничего не получилось. Тут все систематизировано, шаг за шагом, поддержка 24/7, и я сама удивлена, то есть как получилось так, то что это обучение вообще попало мне в руки. А наш спонсор, все те, кто, допустим, после меня приходят, все они приносят баллы, да, вышестоящим. То есть и для нее важно, чтобы я тоже зарабатывала. То есть это не так, то, что она там от своих только зарабатывает, кого приводит, но еще она зарабатывает от всей глубины. То есть если я кого-то приведу, того, кого я привела, он кого-то приведет, все эти люди вам будут приносить как бы доход. И если они будут сами выходить на доход, ваш доход будет удваиваться. Поэтому ей выгодно, получается, чтобы я вышла на доход. Ну и мне, получается, выгодно, чтобы мои люди вышли на доход. Поэтому и это не маленькие деньги, если мои люди выйдут на доход, то есть мне тоже будет хорошая как бы такая зарплата, премии, премиальная часть тут очень хорошая. Ну, в общем, вот как-то так. То есть я сейчас перехожу от того, что я просто людей записывала, на, как сказать, на более такой высокий уровень. И хорошо, что я оказалась именно в той структуре, где, получается, вышестоящий человек, который вот подо мной создал такую школу. Эта школа будет передаваться лишь по моей структуре, то есть я ее могу передать другим, другие могут передать своим. То есть здесь не нужно самому что-то там париться, обучать кого-то. Здесь уже готовая школа, где сидят специалисты. Ну, и это ей выгодно. Почему? Потому что, как я и сказала, что доход здесь формируется из того, зарабатывают ли твои нижестоящие. Вот. И поэтому я об этом решила рассказать и вам. Теперь уже как бы не стыдно, наверное, поделиться этим, рассказать. И кому интересно, может быть, кто-то тоже хочет на пассивный доход. Может быть, те, кто сидят просто дома, да, хотят дополнительно какую-то сумму иметь, либо кто-то хочет дополнительно к своей работе, да, почему бы и нет, там какие-то ежемесячные кредиты закрывать этой суммой, да, там дополнительно 10 тысяч зарабатывать или там, ну, уже дальше больше, конечно же, я уже не буду кричать больше своего заработка, но я как бы вот привыкла. Я не могу как бы людей обманывать и говорить то, что того, что нет. Вот, и что хочу сказать.
Если и вам интересно, вот такая вот системная работа, где шаг за шагом вас сначала обучат, потом вы эту школу передадите другим, приходите ко мне. Я вам передам это с удовольствием. И не только потому, что я начну зарабатывать, да, от того, что вы начнете зарабатывать, а просто я считаю, что когда действительно с чем-то ценным ты делишься, ценное приходит и тебе в жизнь. Вот, и что хочу сказать. Я очень рада, что я попала все-таки в Atomy. Ну, во-первых, мне продукт очень нравится, зашел продукт, да. Я вам рассказывала про него не раз и буду рассказывать еще, показывать. Во-вторых, потому что я проблемы многие свои тоже решила с помощью продукта. А во-вторых, это все равно какие-то деньги, многообещающие очень вот это вот обучение, да, то есть я буду, как бы, я думаю, я считаю, я уверена, наверное, даже, что я буду зарабатывать еще больше, намного. И почему бы не предложить это вам тоже. Такие вот дела. Сегодня очень хорошо на улице, 17 градусов. Мы сегодня с дочкой вышли, прям вот, не знаю, сижу, кайфую, хорошо прям. Ветерка даже нету. Вот знаете, такая погода спокойная. Даже вот солнце на меня не светит, но тепло. Вот даже как будто куртку зря одела, лучше жилетку одела бы. На солнце вчера сидела, еще, конечно, жарче казалось. Но сегодня вот я даже тонкие брюки одела. А Зальке шапку сняла без шапки, она гуляет, с велосипедом вышла. Вот, смотрите. Вот у нас велосипед вот этот вот. Мы им на день рождения дарили. Скоро у нас, кстати, день рождения у детей в феврале. Мальчиками порисовали. Короче, с мальчиками порисовали. Ну чё, как тебе с турецкими мальчиками общается? М? Как? Посмотри сюда. Как тебе? Больно. Больно? Да. А что, тебя не больно сделали, что ли? Я просто укачала. А, укачала. Ну, понятно. Вот там качельки На езжали. На качельках катались, значит, да? Езжали. А, лежали. На качельках езжали. Понятно. Исполняется деткам 6 лет. И с сентября они пойдут, наверное, в турецкую школу. Мы так считаем. Когда нам будет 7 лет, мы в школу пойдем. Потому что в садике, для садика они уже большие. Для Мне на турецких куртке садиков. вообще не холодно. Нет, одень все-таки, без куртки не ходи. Ну, смотри, мама даже одела. Мне вообще не холодно. Не снимай. Мам, мне вообще не холодно. Ну, ладно. В общем, короче, почему турецкая школа? Я вам уже рассказывала об этом не раз. Во-первых, потому что это Турция. Здесь частные садики до 6 лет включительно. Вот, там уже 6 с чем-то будет им. И их на следующий год не возьмут. Даже если возьмут по договоренности, они будут очень большие. Вот. Я видела, когда мы ходили в Нурия-Чекир, туда заводили детей уже больших, которые до школы, там, до 7 лет были. Здесь, ну, как бы в школу-то с 7 лет берут, в русскую школу. Вот. А в русский садик я вам рассказывала, что там очень дорого, и нам одного ребенка надо оплачивать самим. Наверное, спросите, а как же, ну, в русскую школу потом? Смотрите, они сейчас год, как бы как нулевой класс, подучат турецкий язык. Дальше мы посмотрим вообще, понравится ли нам турецкая школа. Если не понравится, там получается как раз 3-й ребенок у нас заканчивает школу, 11 класс. И, ну вот, получается, они с сентября месяца, если пойдут в нулевой турецкий. С сентября у меня старший сын поступает в 11 класс, заканчивает его. Он, получается, уже взрослый, ну, поступает в институт.
И за двоих детей уже оплачивают нам полностью. Мы можем уже рассчитывать на русскую школу. Ну и там будем выбирать, пойдем ли мы вообще в русскую школу или останемся в турецкой. И, друзья, на этом, наверное, буду заканчивать. Всем желаю счастья, здоровья, богатства, много денег. Пусть ваше богатство, пусть ваши деньги умножаются в 10 раз. Сейчас всем желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой. Всем пока!